Всем привет! Иван Павлович Неумывакин – это русский ученый, который в течение 70 лет занимался разработкой уникальных методов очищения организма и восстановления здоровья. Прежде чем начать, хочу вас попросить подписаться на канал и нажать на колокольчик. Именно ваша поддержка вдохновляет нас на новые видео. Заранее спасибо и приятного просмотра. Согласно теории Неумывакина, чтобы избавиться от болезней, не обязательно принимать лекарства и соблюдать правила официальной медицины. Свою теорию ученый подтвердил на собственном опыте. Когда ему было 52 года, врачи беспомощно развели руками и выписали его из больницы с целым букетом заболеваний. Иван Павлович начал на себе применять принципы нетрадиционной медицины, которые позже легли в основу его системы оздоровления. Несмотря на то, что официальная медицина до сих пор скептически относится к разработке Неумывакина, соблюдая собственные советы, ученый смог восстановить здоровье и активно прожить до 90 лет. Если лечению подвергается конкретная болезнь, она вызывает патологию или развитие нового заболевания. Поэтому широкое внимание он уделял очистке организма и профилактике болезней. Труды Неумывакина затрагивают все системные функции человека – дыхание, пищеварение, кровообращение, лимфоток, выделительные процессы. Особое место в его взглядах на лечение занимает вода и атомарный кислород. Практическое применение методов Ивана Павловича помогло вылечить десятки людей, больных раком, атеросклерозом, артрозом, мочекаменной болезнью, инфарктами и инсультами, хроническими заболеваниями. После выхода на пенсию он открыл несколько лечебных центров и получил статус заслуженного народного целителя. Многие медики до сих пор не признают его методы актуальными, так как они относятся больше к нетрадиционной медицине. Возникновение таких заболеваний, как гипертония, инфаркт, инсульт и даже рак зачастую связано с накоплением в организме излишков холестерина. Для предотвращения подобных последствий требуется очистить от него кровеносные сосуды. Эликсир доктора Неумывакина приверженца нестандартных методов домашнего лечения самых различных болезней, позволяет избавиться от повышенного холестерина доступным способом. Рецепт чистки сосудов по методу Неумывакина. Очищение организма и сосудистой системы – важная процедура, которую должен выполнять каждый человек для избавления от заболевания или для профилактики. Чистка сосудов содой по Неумывакину – одна из самых эффективных методик, позволяющих поддерживать сердечную систему в работе. Сода прекрасно справляется с задачей вывода токсинов и шлаков из организма, ощелачивает кислую среду, прибавляя тонуса и жизненных сил. Иван Павлович считает, что соду необходимо употреблять в больших количествах, чем это делают все люди, так как она помогает организму в борьбе с заболеваниями, способствует физической активности, продлению срока жизни и улучшению общего самочувствия. Сода обладает многими полезными свойствами. Данные средства используются во многих рецептах народной медицины для очищения органов и лечения многих патологий. Сода успешно ощелачивает среду желудка, помогает снизить кислотность и нейтрализовать изжогу. Применяется также при ожогах в качестве бактерицидного средства. К тому же лечение простуды по Неумывакину с помощью гидрокарбоната натрия имеет очень хорошие отзывы врачей и пациентов. Список показаний к применению содового раствора: загрязнение сосудов, повышение уровня плохого холестерина, лишняя масса тела, отравление любой этимологии, заболевания органов ЖКТ, артриты и артрозы, нарушение солевого баланса в организме, онкологическое новообразование, заболевания сосудов головного мозга, повышенное артериальное давление, сахарный диабет, заболевания сердечной системы, токсикоз беременных, кандидоз. Очищение сосудов с помощью соды – эффективная и очень простая методика, которую легко применять самостоятельно. Содовый раствор эффективно борется с различными глистными инвазиями, приводит в норму кислотно-щелочный баланс.
Также чистка сосудов содой по неумывакину является профилактикой онкологических заболеваний простуды. Как принимать содовый раствор? Предпочтение стоит отдать обычной бытовой соде. Она хорошо справляется с задачей очищения организма от токсинов, шлаков, холестерина и ядов. Почистить сосуды содой можно в домашних условиях, без особого труда. Важно соблюдать рекомендации неумывакина. Рецепт очищения очень прост. Разбавлять соду можно как чистой водой, так и молоком. На 1 чайную ложку соды требуется 2 стакана жидкости. Раствор необходимо принимать несколько раз в день. Начинать с половины чайной ложки на 200 мл воды или молока. С каждым днем дозу можно повышать, приближаясь к половине чайной ложки, затем целой и так далее. Нельзя совмещать прием раствора с едой. Лучше выпивать натощак или спустя пару часов после приема пищи. Раствор помогает чистить сосуды, положительно влияет на состав крови. Лечит многие заболевания сосудистой системы. Такие профилактические очищения помогут предотвратить инсульты, болезнь Альцгеймера, атеросклероз сосудов. Сода выводит лишнюю соль из организма, предотвращает возникновение конкрементов в почках. Раствор гидрокарбоната натрия необходимо добавлять сопутствующее очищению клизмы. Можно еще принимать с ней в ванны для выведения токсинов из кожи. Курс очищения должен длиться не менее 1 месяца при ежедневном приеме средства. Максимально можно выпивать содовый раствор 3 раза в сутки. Противопоказания. Очень важно следовать всем указаниям, дозировкам и частности приема средства, так как при неправильном употреблении раствора возможно появление побочных эффектов, таких как тошнота и рвота, расстройство кишечника, головные боли, головокружение, слабость в теле, упадок сил, повышенное потоотделение. Если какое-то дискомфортное состояние появилось в течение получаса после приема раствора, то нужно попробовать снизить дозу порошка. В случаях, когда побочные эффекты сопровождают долгое время прием порошка, лучше отказаться от подобной методики в пользу другой. Перед началом очищения необходимо проконсультировать у врача, узнать, как обстоят дела со здоровьем на данный момент, затем, чтобы исключить противопоказания. Женщинам, которые находятся в стадии планирования ребенка, обязательно нужно сделать тест на беременность, прежде чем начинать чиститься. Медицинские врачи спокойно относятся к подобным видам очищения. Главное – подходить ко всему с умом и следовать рекомендациям. На этом все, друзья. Оставляйте комментарии, поделитесь роликом с родными и близкими. Буду благодарна всем, кто меня поддерживал. Не болейте. До новых встреч!